В прошлом трейлере нам показали Эрис на пару секунд. Сейчас же наоборот. Весь трейлер посвятили только ей. В этом видео я максимально дотошно пройдусь по каждому кадру нового трейлера, скажу дату выхода первой серии и покажу, какие сцены из трейлера являются отсебятиной сценаристов аниме. А с вами главный по безрабу на русском ютубе Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Для начала, так и быть, удовлетворю ваше любопытство. Первая половина третьего сезона реинкарнации Безработного выйдет 5 июля 2026 года. То есть в летний аниме-сезон. Вместе с Бличом, блин, я же так с ума сойду. И вы правильно поняли, именно первая половина. Как и два предыдущих сезона, этот сезон тоже будет разделен на две части с перерывом в 3 месяца. Соответственно, вторую половину сезона стоит ждать уже в январе следующего года. Забавно, но некоторые не слишком вовлеченные зрители реально считают, что летом будут показывать 5-й сезон. Итак, в конце первого сезона в лагере беженцев уничтоженного Фитоа пути Рудиуса и Эрис разошлись. Далее в оригинальной новелле история показывалась от лица Рудиуса, но время от времени обязательно были главы о том, как же параллельно с ним живет Эрис. Вероятно, экранизацию именно этих дополнительных глав и показывает трейлер. Всего этих глав 4 в 9, 10, 13 и 14 томах. И чтобы вы не запутались, третий сезон стартует с экранизации 13-го тома. Кстати, насчет книг небольшое лирическое отступление. Меня задолбали в комментариях спрашивать, знаю ли я Ежа. Да блин, конечно знаю! Кто в комьюнити не знает про главного озвучивальщика аудиокниг по реинкарнации Безработного? Я, например, один раз Мушоку прочитал и один раз послушал. Озвучка на высочайшем уровне. Гуляешь, едешь в автобусе или метро и спокойно слушаешь. Тут главное не заржать во весь салон во время очередного тупника Рудиуса. Узнать историю до самого конца можно бесплатно на его бусти. Ссылку я оставлю в описании. Обязательно послушай, я фигни не посоветую. Так как глав с Эрис 4, они почти укладываются на хронометраж одной серии, ведь до сих пор Мушоку экранизировался за скоростью примерно в 3,5 главы на серию. Не будем вспоминать Бигарит, там была слишком жесткая вырезня. То есть нас вполне может ждать то же, что и во втором сезоне, где в формате нулевой серии нам рассказали историю Сильфи после телепортации и то, как она стала Фитцем. Но давайте посмотрим на сам трейлер. А начинается трейлер с прибытия Эрис и Гислен в Святую Землю Меча, сразу после расставания с Рудиусом. Интересно то, что если бы Рудиус не был раздавлен расставанием, то он вполне мог случайно догнать их, ведь шли они в одну сторону, а переход до северных земель идет только через один перевал. Гислен ведет Эрис к своему учителю и сильнейшему мечнику, которого только знала, богу меча Галу Фариону. Именно он ее когда-то давно подобрал в Великом лесу и натренировал. Заметьте, Гислен стоит на одном колене перед учителем, а наша безбашенная Эрис вообще не имеет манер и наплевательски стоит, сложив руки на груди. Затем Гал спрашивает: «А кого ты собираешься убить, раз хочешь обучаться у меня?» И та без раздумий отвечает, что она хочет убить бога-дракона Орстеда. Второй поворотный момент оказался поворотным не только для Рудиуса, но и для Эрис. Она на своей шкуре ощутила, что очень слаба. В это же самое время Рудиус смог хоть слабо, но поранить Орстеда, а через несколько дней уже обучался развеиванию магии. Наивная дурочка предположила, что если бросить Рудиуса, станет сильнее и поможет ему победить Орстеда, то станет равной ему по праву. Парень, как вы знаете, из-за этих ее выкрутасов заработал депрессию, импотенцию и еще 2 жен. Тем не менее, она выбрала себе цель и пошла по пути к ее достижению. Вся эта сцена из трейлера соответствует главе из 9-го тома Ранобэ. Далее нам показывают кадры в додзё, а следом за ними Гал отправляет Эрис в полет ударом деревянного меча. Логично предположить, что это завершение ее первой встречи с Галом. В книге он тоже отправил ее в полет, только в книге он врезал своим личным мечом, и она от удара аж вылетела из додзё. Следовательно, это другая сцена ее тренировок. Еще дальше нам показывают, как
как Эрис на краю мира тренируется с мечом. В книге нам лишь рассказывают, как Эрис в течение нескольких лет безостановочно тренировалась, безжалостно истязая свое тело. В аниме же, похоже, нам прямо покажут ее тренировки и правильно сделают. Например, Рудиус, будучи еще ребенком, каждый день в течение 5 лет упахивался, увеличивая запас маны. Но люди в комментариях стабильно считают, что все силы упали ему на блюдечке с голубой каемочкой. Многие считают первый сезон чуть ли не идеалом, но на самом деле там было очень много вырезни. Как хорошо, что у меня есть полуторачасовой видос с полным сравнением первого сезона с Ранобэ. Где? Конечно же, на моем бусти, где все ролики лежат в раннем доступе. Присоединяйся к моему бустею 13, прямо как эти крутые челы, но отдельное спасибо Рамазану и Николаю Бондаренко. А вот следующая сцена про то, как Эрис вместе с Ниной Фарион и Изольте Круэлл сражается с монстрами, очень примечательна. Примечательна она тем, что полностью выдумана. В новелле такого вообще нет. Да, на протяжении нескольких лет у них было соперничество, медленно перераставшее в уважение друг к другу, но вместе они не сражались. В дополнительной главе из 13-го тома, когда в Святую Землю Меча прибывает Изольте, все взаимодействие трех девушек сводилось к обмену опытом во владении мечом и спаррингах. Ведь если Эрис и Нина владели стилем бога меча, то Изольте — бога воды, который считается полной контрой к стилю бога меча. И у меня складывается нехорошее ощущение, что все их разговоры о слабых и сильных сторонах друг друга и их стилей попросту вырежут и заменят их типа общей ночевкой у костра под аккомпанемент топота медведей. Не спорю, в трейлере заметно, что анимацию прокачали. Как минимум у меня вайбы боя контрстрелы против толпы гризли. Однако я бы не сказал, что в 4 главах оригинала было мало боев. По новелле Эрис с кем только не спарринговалась. И с Гислен, и с Галом, и с Джиной, и с Обером, и с Изольте, и, естественно, с Ниной. Но почему-то при производстве аниме этого оказалось мало. Возможно, какие-то из спаррингов уберут из сюжета, например, с тем же Джино Бритцем. Либо, как вариант, истории Эрис посвятят не 1, а 2 серии, но тогда уже может пострадать основная история про Рудиуса. Тем не менее, заметьте, что в сцене в лесу Эрис и Нина, как истинные приверженцы стиля бога меча, бездумно прут вперед, в то время как Изольте работает на чистых контратаках, как и предписывает стиль бога воды. Так что тут не накосячили. Следующая сцена трейлера снова из 9-го тома. Нина надсмехается над упорством Эрис во время тренировок и обвиняет ее в том, что раз она даже спит с мечом, то мужика ей не видать. На что красноволосая девица отвечает, что уже не девственница и вообще, у нее есть супер-пупер Рудиус, который все может и умеет. Бедняжка не знает, что примерно в этот же момент его чуть не захомутала Сара. Сцена дальше очень короткая, и нам наконец показывают императора Севера Обера Корвета по прозвищу Павлиний Меч. И это единственная однозначно детектируемая сцена из 10-го тома. Следующая сцена уже из 11-го тома. Спарринг с Изольте, которую Эрис так и не удавалось победить. Неудивительно, королева воды все-таки. Сцена дальше — это совместные тренировки Эрис и Нины. Видимо, уже после того, как они перестали собачиться друг с другом. А после нее нам показывают Рудиуса. Ну, наконец-то, а то мы уже, наверное, забыли, как выглядит главный герой аниме. И это перерисовка сцены из 2-го сезона, когда пришел Бодигади наводить суету в Академии магии. Если вы забыли, в 8-й серии 2-го сезона нам уже кратко, но показывали Нину. Она приехала в Раноа только для того, чтобы убедиться, что супер-пупер замечательный Рудиус из рассказов Эрис действительно существует. Оцените ее уровень офигевания, ведь в этот день он одним кастом разнес короля демонов. Собственно, этот момент обязаны показать в 3-м сезоне, а значит, они вполне могут перерисовать то убожество, которое было во 2-м сезоне. Я очень на это надеюсь. Ну и в самом конце трейлера Эрис кричит, что Рудиус потрясающий и прыгает с какой-то горы. Вероятно, это кусок из новой сцены в лесу, потому что в Ранобэ такого не было.
Что можно сказать по итогу? Если первый трейлер нам показывал множество разных сцен, в том числе и тех, которые должны будут показывать в конце третьего сезона, то этот у нас насыщен кадрами из первой или же нулевой серии. Отсюда уже можно сделать вывод, что начальные серии уже готовы почти полностью, и производство идет в нормальном темпе. Потенциальный перенос аниме с весны на лето, о котором мы недавно спекулировали, судя по всему, пошел на пользу. Тем не менее, мне все еще не нравится жирный лайн. Я больше фанат дизайнов, где персонажи нарисованы тонкими линиями. Такие дизайны были, например, в серии с Гидрой. Судя по трейлеру, в третьем сезоне завезли достойную анимацию боевых сцен. Еще камера больше не статична, как в первом куре второго сезона. Это, конечно, не уровень постановки сцен, как в Звездном Дитя, но все же существенный прогресс. Однако меня больше интересует то, как будут нарисованы и анимированы исторические события, которые развернутся уже во второй половине сезона. Вот там студия обязана выложиться на полную. А в целом я трейлером доволен. Эрис няшка, и до сезона осталось рукой подать. А какие у вас эмоции от просмотра трейлера? Обязательно поделитесь ими в комментариях, я их все читаю. А еще обязательно посмотрите лорное видео про все стили фехтования в Мушоке. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока. Я запись не нажал. Ладно, продолжаем снова.